Камера видеонаблюдения с AliExpress. 4G камера, которая работает с сим-картами мобильного оператора. Смарт-камера, модель TQ5G4 4G. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Есть вариант заказать такую камеру с Wi-Fi. Чисто будет работать по Wi-Fi и без поддержки сим-карт мобильного оператора. Например, у вас дома есть Wi-Fi роутер специальный, который раздает Wi-Fi для камер. Уличный имеется в виду. Я вам показывал 3 обзора уже на такие роутеры. Ссылки оставлю, кому нужно. Недорого стоит. Сим-карту вставил. Он для уличного использования может под открытым небом находиться. На трубе его прицепил. И он раздает Wi-Fi рядом стоящим камерам. Есть вариант такую камеру заказать чисто с Wi-Fi. Я заказал вариант с 4G с поддержкой сим-карт мобильного оператора. Камера будет работать сама через интернет мобильного оператора. Солнечная панель тяжелая такая идет в хорошем пластиковом корпусе с 2 резьбами крепления. Кабель и разъем USB Type-C для подключения в камеру. Но эту панель ты можешь использовать не только с этой камерой. Можешь даже ей заряжать мобильный телефон, если в случае чего нужно. Можешь заказать с картой памяти, можешь без карты памяти заказать. Если у тебя есть дома своя, можешь использовать свою. До 128 поддерживает. Я заказал на 64 гигабайта и мне ее укомплектовали. Соответственно, комплект будет стоить на цену карты памяти больше. Видим, что инструкция ICC и инструкция потолще, потому что видно есть... здесь описано в основном, где что находится. Приложение ICC, ICC Pro, XMI, XMI Pro. Если у тебя есть уже такие камеры с таким приложением, эта камера у тебя будет в одном списке устройств с теми твоими камерами. Ты можешь заходить и одновременно отслеживать их. Также с видеорегистраторами в одном приложении. Крепежный элемент, скорее всего, для кронштейна, для солнечной панели. Такой вот кронштейн. Пластиковый, но пластик мощный. Под разными углами можно устанавливать солнечную панель. Кабель тут, скорее всего, около 3 метров. И выносная, получается выносной вариант. Так, еще крепежный элемент для камеры, пинцет для извлечения и установки сим-карты и карты памяти в камеру. И USB-C кабель для зарядки встроенных аккумуляторов в камеру. Блок питания не укомплектовывают, чтобы удешевить, чтобы комплект. Блок питания ты можешь использовать свой, 2-амперный 5-вольтовый, тем, что заряжаешь смартфон. На этой наклейке указан ID номер камеры, то есть это дублирующая наклейка, здесь вот она, с информацией. Как на коробке, так и здесь. Ее нужно сохранить, потому что здесь ID номер камеры, по которому ты будешь привязывать камеру. Так, вот она, и все. В общем-то, да, весь комплект. Вот такой вот вариант. Это камера поворотная, 4-мегапиксельная. Ого, блин, вот это наклеили. Тот же самый функционал, то есть алгоритмы работы, как у камер с солнечными панелями, аккумуляторных камер, которые я вам часто показываю на своем канале. Имеет она инфракрасный датчик движения, работающий на 10-12 метрах, реагирующий на инфракрасное тепло, движение инфракрасного тепла, а инфракрасное тепло выделяют люди, автомобили, животные. То есть на ветки деревьев и все остальное, на траву, пролетающих мошек и пыль реагировать камера не будет. Камера в режиме сна находится, пока никого нету, пока датчик движения не дает ей команду. Датчик движения увидел инфракрасное тепло, дал команду, камера активировалась, присылает вам уведомление, пишет информацию на карту памяти. Ну и ночью может включать белые светодиоды или же работать чисто в невидимом черно-белом режиме с инфракрасными. Так, здесь слот под карту памяти,
4G карт есть вон под сим-карту слот. И кнопка сброса к заводским установкам. Сразу можно устанавливать карты. Две мощные антенны, скорее всего одна из них только задействована. 5G на них стоит отметка. 4G евро-вилка. А какая здесь вилки нету, ну так прописано. Здесь также наклейка с ID-камерой. С ID-камеры. Вот здесь на кронштейне. Поэтому 3 варианта, но запасной также вариант есть. Почему такой большой кронштейн, вот пятак? Потому что здесь у нас находятся аккумуляторы. И сейчас посмотрим какие. Здесь герметичная пробка для подключения. Есть такое гнездо солнечной панели. Когда подключаешь разъем, здесь также, ну, какая-то герметичность есть, не совсем, но он внизу, и сюда вода затекать навряд ли будет. То есть подключил солнечную панель, она будет заряжать. Отключил ее, также будет камера работать просто на своих аккумуляторах. Солнечная панель чисто подзаряжает аккумулятор, полностью навряд ли она зарядит. Ну, хотя уже нужно проверять. Прошлая камера, которую я пробовал, она реально с 90% подняла на 100%, и камера целый день работала со 100% зарядом аккумулятора. И кнопка, то есть переключатель. Включение-выключение камеры. Включил, закрыл, и все, камера сама прогружается, ловит сеть мобильного оператора и работает. Саморезы выкрутил. Такие овальные отверстия для крепления, то есть можно, если вдруг ты точно не просверлил, есть запас переместить и потом просто прижать камеру, будет держаться. Здесь какие-то вот есть ушки, не знаю для чего, может дополнительная какая-то, страховку какую-то дополнительную использовать. Угу. Герметично сидит крышка. Вот такая крышка с прокладкой. То есть тут все герметично, прижимается вот по этому контуру. Отсек аккумуляторный полностью загерметизированный. Вот такой вот аккумулятор. 4 штуки элемента 18650. Здесь так и прописано. По типу 18650. 2600 мАч каждый аккумулятор. Ну, уже стоит верить. Раньше и грешили китайцы вот именно неправильной информацией по аккумуляторам. Сейчас стоит верить. Кстати, антенна и та подключены. Куда же она идет? Куда же она идет? Да, внутрь пошел что тот кабель. Ну, здесь синий, а здесь черный. Держится на сборка просто на двухстороннем скотче, на липучей ленте, мягкой. И разъем просто меняешь. Вытащил разъем, извлек, заказал на Алиэкспресс новую такую сборку, прочитал марку, то есть в запчастях оно должно быть. Заявлено, что работает камера в режиме ожидания 90 дней. Хватает аккумулятора полного заряда. То есть режим ожидания это, наверное, минимальное срабатывание. И также прописано на сайте продавца, что при условии, когда камера за сутки будет 10 раз срабатывать по датчику движения, то также примерно на 90 дней хватать будет аккумулятора. Опять же, многое зависит от температуры окружающей среды. Литий также реагирует хорошо на температуру. Поэтому среднее время вот работы 3 месяца, но 2 месяца, если в идеале, то это вполне таки нормально. И здесь вот видим плату управления, скорее всего, плату защиты от перезаряда, от низкого разряда. И здесь разъемы. Включение-выключение, камеры, разъем зарядки от солнечной панели, от блока питания. Кстати, ты можешь эту камеру не только использовать вот с солнечной панелью. Если у тебя есть рядом розетка, ты все сделал в герметичной коробке, там блок питания установил, подключил камеру блоком питания от розетки 220. И такая система будет работать в буфере. Аккумулятор зарядился, блок питания отключился, работает по мере разряда, подключается блок питания и подзаряжает камеру. Пропало напряжение 220. Камера работает от аккумуляторов. Появилось напряжение, сеть появилась 220, аккумуляторы заряжаются.
То есть такой себе бесперебойник, и можно так использовать камеру. Это в основном, наверное, будет происходить, когда солнца нету в том месте у тебя, может где-то в помещении, может где-то на складе ты эту камеру поставил. 4G, карточка, плюс такой себе бесперебойник. Часто выключают электроэнергию там у тебя, поэтому ты можешь использовать такой вариант. Крышку по-другому не поставишь, видишь, сделали специально вверху острые углы, а внизу срезы. Все плотно закрывается и прижимается. Продаю вам данную камеру в Украине по цене AliExpress. Вот этот вот комплект, сколько он стоит, за сколько его купил, за столько вам и продаю после видеообзора. Сейчас подключу, посмотрю, как она работает, покажу вам. Ну и ты посмотришь видео и определишься, нужна ли тебе такая. И если нужно, напишешь мне в Telegram чат и Telegram канал. Я ссылку оставляю под видео. Сразу заходи, подписывайся. Так, о, удобно попадать. И контактами, срезом. А, здесь даже есть отметки, да? Нету отметок. Ну, по-другому здесь, наверное, не поставишь ее. Да, вот правильно. Главное держать в руках пинцет, а устанавливать без него, да? Наверное. Так, ну вот здесь до защелкивания нужно втопить. У кого когти не обрезаны, то будет удобно. Микро-сим-карта устанавливается и карту памяти также. Контактами к плате. Плата видна черная, а металлическая рамка слота остается наверху. Кнопка сброса к заводским установкам. Ну, перезагрузить камеру, обнулить ее полностью. Вдруг пароль там забыли, есть такие моменты. Кнопка сброса есть, можно все сбросить и добавлять ее изначально как первый раз. Вот как сейчас я это буду делать. Включаю питание кнопкой включения питания. Так, пробки все герметичные, отлично. Включаю. Что у нас здесь? Навряд ли камера будет вращаться, а может и будет. Синий светодиод светится. Открываю приложение ICC. Вот оно. Часто я вам показываю камеры различные. С этим приложением могут различные камеры быть в разных корпусах. Не обязательно вот в таком и в обычном. Список устройств. И ну, здесь, скорее всего, должна быть регистрация в сети. На вашей сим-карте установленной должен быть пополнен счет и активен интернет от мобильного оператора. Ну и, соответственно, снят пин-код, чтобы не запрашивала карта пин-код. Это все можно сделать в настройках сим-карты. Жму плюс. На списке устройств вверху камера 4G. Следуйте порядок. Обеспечить возможность нормального включения. Включили. Услышав сообщение. Что-то она вообще не это. Ничего не говорит. Давайте посмотрим. Может, надо ее сбросить? Не реагирует она как что-то никак. Не, ну питание-то есть. Информационный светодиод горит. Далее сканирую QR-код с наклейки. Определила, забрала. Определила, забрала. И идет какой-то поиск идет. Так, устройство добавлено. И предлагает вам сохранить QR-код для последующей, ну, поделиться с кем-то, если нужно. Ну, его можно потом посмотреть будет. Камера в списке устройств изначально вот так вот показывается. Режим сна, луна, месяц и стоит, что устройство не в сети. То есть, как бы камера, да, есть, но она не зарегистрировалась в сети. Вот я на нее нажимаю. Устройство заново подключить. Но на списке устройств она уже есть. Просто нам теперь остается, скорее всего, сбросить ее к заводским установкам. Потому что все же сделал правильно, но камера не определяется. То есть не регистрируется в сети. Смотрим. Так, та же самая процедура. Динамик. Камера говорит. Перезагружается, щелкает ИК-фильтром. О! И сейчас вот мигает синий светодиод. По идее, регистрация в сети, и по идее регистрация в сети прошла. Обновил список устройств, зеленым засветилась камера в онлайне. Факт тому, что вот есть она,
и пароль просит, чтобы вы свой присвоили для доступа на камеру. Доступ на камеру есть. Смотрим значки и информация. Ну, все информативно, классно. По аккумулятору есть 68%, карта установлена, есть SD-карта. И уровень сигнала. Ну, нормальный вроде бы уровень сигнала. В SD качестве, в HD качество можно переключить при условии нормального интернета на камере. И нормальный интернет, когда вы заходите со смартфона, с двух сторон нормальный интернет качественный, то камера будет в HD качестве с хорошим качеством воспроизводиться. На карту памяти пишет качество, которое вы задали, если есть там в настройках. То есть вот это переключение просмотра. Камера управляемая, поэтому можно вызвать и поуправлять ею. Это очень классно, когда камера стоит в том месте, где нету ни проводной сети, нету ни проводного интернета, нету розетки 220, тупо в поле. На пасеке у тебя эта камера стоит, ставок, за ставком смотрит, там за какими-то, может, это тракторная бригада на выезде. Вот ты ее просто взял, туда приволок, прикрутил к дереву, надежно, идеально, поставил солнечную панель на солнце, и это твой дежурный вариант. С дома зашел ты и посмотрел, что происходит. Именно та камера, которая будет работать в тех местах, где недоступно проводной интернет и розетка 220, вот попросту говоря. Повернул, посмотрел, ситуацию контролируешь, все супер. Воспроизведение. Зашел на карту памяти, открываются уже ролики, потому что датчик работает, я тут двигаюсь рядом, и она уже пишет тревожные видео. Можно увеличивать шкалу временную, можно уменьшать. То есть вот тебе все вот сегодня, сколько дней записано, все ты будешь, сейчас вот воспроизведение идет. Реальное время, картинка в онлайне, можно передать даже. Вот ты зашел, нажмите для разговора. Раз, два, три, четыре, пять. И главное, что удерживать не нужно. Видишь, я нажал, и в онлайн ты можешь с человеком переговариваться. Эхо звучало, потому что два устройства рядом. А так будет человек стоять под камерой с тобой беседовать, и ты. И одновременно в онлайне не в режиме рации, а в режиме, как там, интеркома ты общаешься в прямом. Тоже это очень классно. Сделать фото на смартфон. Зашел, что-то увидел, кто-то у тебя там в улике, какой-то медведь копошится. Сделал фото, сохранилось уже на смартфоне, и ты тут же его там в галерею забрал и с кем-то поделился. И видео также записал на папку смартфона. Какое-то короткое. А SD-карта вот, зайти на карту. Ночные режимы, а тут и тревога. Ну, тревогу можно в настройках. Обнаружение человека есть даже. Альбом на карте. Именно вот тревожные фото здесь сохраняются. И настройка PTZ. Можешь, если не совпадают повороты вверх-вниз, влево-вправо, можно заменить. Здесь, кажется, вот как раз, да, не совпадает. Поэтому... А вот сейчас вроде совпадает. Да, сейчас нормально, вот поменялось. То есть можешь это управление менять. Такой просмотр. Дата, время, все есть. Думаю, где ж значки? Вот значок. Здесь также есть скрытые значки и настройки. Имя устройства можешь поменять, прописать, что там. Язык. Вот такие языки. Смарт-сигнал тревоги. Пуш-уведомления на смартфон. Умный выключатель оповещения. Обнаружение людей. Давай. Так, настройка сигнала тревоги динамик. Можно и выбрать, что из динамика будет звучать. Свое можешь записать. Какой-то медведь что-то там делает, а ты хочешь его прогнать, поэтому записал, и твоим голосом камера будет воспроизводить твою запись из динамика. Коротко там, буквально несколько секунд. Или же английские варианты. Это по тревоге из динамика будет звучать. И громкость динамика можно настраивать еще громче. То есть на 50% стоит. Кнопка записи на карту памяти. И вот что писать на карту памяти. Сколькисекундные ролики. Если выключишь запись на карту памяти. Умный выключатель оповещений. Не знаю. Настройка времени обнаружения. По графику можешь.
По графику ставить, чтобы камера работала, потому что, ну, чем больше камера активна, тем быстрее садится аккумулятор. Здесь ты можешь поставить по графику, чтобы она на дольше аккумулятора хватало. Чувствительность датчика также можешь регулировать. Вдруг срабатывания частые, тебе ненужные, ложные, ты можешь уменьшать чувствительность датчика движения. Настройки времени, ну, в общем-то, все просто, никаких заморочек, все, что нужно. Настройка аудио и видео. Перевернуть картинку влево, отразить зеркально, громкость динамика. Если эта функция включена, можно начинать разговор нажатием кнопки вот, полнодуплексная внутренняя голосовая связь. То есть можно нажал и активно, можно выключить и только удержанием передавать, как в режиме рации. Вот эта настройка по двойному аудио двухстороннему. Настройка света. Дневной и ночной режим. Задействовать белые светодиоды или же чисто инфракрасное ночное. Задействовать вот. Опять же, влияет на аккумулятор также, поэтому тут уже смотри, нужно тебе светить, не нужно. Настройка SD-карты. Также здесь все можно отформатировать, но так как запись уже сохраняется, проверили, определилось, то все, цикличная запись есть. По заполнению карты новые ролики будут сверху старых записываться. Стирать старые и записываться. Остановить запись имеется в виду, заполнилась карта и запись остановилась, не пишет. Ты ее изъял, другую вставил, если нужно это. Можно также сделать. Настройки PTZ, средняя скорость, высокая скорость. Также скорость поворотного устройства можно менять. Облачный сервис также на облаке еще можно хранить. Эта камера такая, что облако пригодится. Там несколько долларов в месяц, в зависимости от тарифа, какой ты выберешь, на сколько дней хранения. Поэтому заходи, в случае, если увели камеру, то на облаке сохранится информация. Тут она хранится чисто на карте памяти, а также будет и на облаке. У тебя облако доступно будет постоянно твое. Хоть камера у тебя есть, хоть нету. Добавить на рабочий стол и об устройстве. Об устройстве нажимаешь, вверху выскакивает QR-код с ID камеры. Вот он, пролистываешь его, увидишь. Серийный номер можно скопировать, кому-то прислать. Синхронизация даты и времени с устройством нужно сделать, потому что было 16:30 сейчас, то есть 16:39 синхронизировалась и дата, и время, и будет адекватна отметка на камере, на карте при записи. Обновление обновите, нажмите, чтобы обновить устройство. Также есть обновление. Обновление стоит делать или нет, но если камера нормально работает, все устраивает, то в общем-то и не стоит обновлять. На списке устройств вот так вот выглядит камера. Слип, процентное соотношение аккумулятора. Есть уже тревожные, вот открываешь, и с улицы тревожные моменты по человеку уже сохраняются. Камера уже установлена на улице. Заход на камеру. Присоединиться сейчас можешь, нет, или сейчас, или потом. SD качество, наверное, ставится по умолчанию. И если нужно тебе качество хорошее, потому что, ну, качество, а это, соответственно, больший трафик используется. Так можешь также управлять камерой. Вот ты ее тупо поставил и уже настраиваешь со смартфона. Так, не в ту сторону. Вот там, наверное, было правильно все-таки, что надо зайти поменять в настройках. Немного не в ту сторону вращается. Вот отличная картинка для такой камеры. Не ожидайте супер качества, потому что эта камера аккумуляторная. Здесь все заточено на то, чтобы качественно работать при слабом интернете. Соответственно, разрешения здесь нету большого. И что еще? Ну, для экономии аккумуляторов. Все заточено под это. Поэтому вполне таки нормальное качество для такого типа камеры. Обратный ход PTZ. И вот здесь поставить нужно галочку. Тогда у нас повороты будут правильные. Да, уже правильные. Вот оно. Эта настройка работает. Камера вверх прилично смотрит. Вниз под себя полностью смотрит.
Ну и поворачивается. Вокруг она не 360, но назад будет также смотреть. По информации по аккумулятору. Солнечную панель подключил, и вы видите, что 69% и заряд идет. Видна информация. И информация по качеству сигнала мобильного оператора. Также 3 палочки, как и было. Битрейт, все отлично. Звук. Также немаловажно, ты заходишь и слышишь, что происходит вокруг камеры. Даже, может, где-то ты кого-то не видишь, человек, может, где-то там беседует за камерой, но стоит хороший микрофон, чувствительный. Ты можешь услышать и уже действовать, что там, посмотреть, кто там беседует, может, где-то в другой стороне. Повернул камеру, глянул. То есть микрофон — это немаловажно. Ты слышишь, что происходит не только вот в области наблюдения камеры, а и вокруг нее также. Очень классно. Все, наблюдаем далее. Ночные картинки посмотрим, как ночью будет она работать. Ну и что интересно, вот солнечные дни пока, конец сентября, солнце светит, солнечный день не такой длинный. Посмотрим, насколько изменится показания по аккумулятору. Это тоже интересно, насколько эффективна солнечная панель. Sleep, уснула. При вас вы видели, как переходит в режим сна. Пробуждение, загрузка. 84% все-таки какой-то заряд набрал аккумулятор от солнечной панели. То есть эффективность есть. Если будут солнечные дни нормальные, то будет заряжаться. Опять же, все зависит от количества сработок на камеру, от количества ее активаций. Это напрямую зависит. Ночная картинка. Переворот вот. Ночная картинка, ну, с довольно-таки хорошим качеством. Дневная картинка также на хорошем уровне. Приходили уведомления без всяких вопросов по движению людей, по движению автомобилей. Камера активировалась, записывала на карту памяти. Ролики я вам даю с карты памяти посмотреть. Смотрите, какие приходят вот сообщения. Нажимаешь. Обнаружение праздношатания. Вот так называется вот это. Праздношатание. Шатающиеся лодыри. Бездельники, короче. Шатаются, и камера их вычисляет. Обновляется последняя информация, когда ты заходил по аккумулятору. Также она остается вот здесь на картинке на списке устройств. Это, скорее всего, вот кнопка тревоги. Включаем, и будет сирена звучать из динамика. Вот палец кликнул. И несколько секунд, наверное, секунд 30, звучит сирена и сама выключается из динамика. Или же ночной режим. Вызываем ночной режим и смотрим, что здесь. Оно всю тревогу вызывает, меню тревоги. Здесь ты можешь вот это все по человеку. А нас интересуют настройки света. ИК и полноцветная. Полноцветная включаю, и камера переходит в цветное изображение и включает LED светодиоды. Белые светодиоды включаются. Расход аккумулятора, скорее всего, да, больше от белых. Пишите в комментариях. Или же от инфракрасных. Но что инфракрасные жрут светодиоды хорошо аккумулятор, что белого свечения, я так думаю, поэтому здесь просто получается в инфракрасном режиме. Вот можно сюда зайти. Ну опять же то же самое. Или в ИК. А вот по движению такого варианта здесь в этой камере нету. Умного переключения по движению нету. То есть или-или. Нужно тебе подсветить, например. Зашел, кликнул, включил, камера светит какое-то время. Может, что-то ты там занимаешься, делаешь. Нужна тебе подсветка. Не мощная, но нужна белый свет. Поэтому можно включить. Нет, в черно-белом вот так она будет работать. Огромный ее плюс, что это автономность. Огромный плюс, что будет работать там, где нет интернета, но есть сигнал мобильного оператора. Через сим-карту будет работать. И огромный плюс, что это поворотная камера. Ты зашел в любой момент, вот как Шустро, на самой большой скорости. В любой момент перенаправил ее, посмотрел, куда тебе нужно. Все адекватно работает. Вверх, вниз.
И это ты можешь делать из любой точки мира при наличии интернета. Интернет на камере работает, карточка пополнена, сим-карта, и интернет, с которого ты заходишь. На сегодня все. Камера продается в Украине по цене AliExpress. Заходи в Telegram, подписывайся. Еще много чего будет интересного. И в дороге еще много чего также интересного. Всем удачи, до следующих видео.